Привет всем. Значит, искал кнопки для установки на свои кошельки и в сети наткнулся на кнопку с отверстием или, как в некоторых ресурсах, клямерная кнопка. Довольно интересная, необычная, отличается от всех остальных, такое оригинальное решение. Для начала заказал себе несколько штук. Когда пришло, попробовал, естественно, у меня тогда установщиков ручных не было, никаких вообще. И поехал я в нашем городе, есть магазин с прессом-установщиком. Там мне ее поставили. Я ездил несколько раз. Вот. Последний раз поехал, установили, оказалось, забыл дома кошелек, вернулся за деньгами, съездил обратно, забрал. В общем, я к тому, что очень много времени уходит на то, чтобы съездить куда-то, установить фурнитуру и вернуться обратно. То есть здесь ее ставят там за минуту, допустим, даже там меньше, а времени на то, чтобы добраться, к примеру, к магазину с прессом, установщиком и вернуться домой, а в некоторых случаях, как вот в моем, с деньгами, то несколько раз съездить, это занимает очень много времени, отрывает от работы. За это время можно было бы уже, там, к примеру, закончить изделие. Вот. Поэтому решил разобраться с тем, как же возможно устанавливать в домашних условиях эту кнопку. Начал искать ручной установщик. И сейчас я расскажу о том, какие варианты рассматривал. Ну и как бы что получилось, то есть конечный результат, на чем я остановился. Сама кнопка, она одного размера, отличается только цветом. И есть еще, помимо таких простых, есть еще кнопки с декором на вот этой вот внешней части. Вот какие-то. Я взял себе несколько штук на пробу. Вот. Значит, состоит она из 4 частей, как в принципе большинство кнопок. Есть вот верхняя часть, это шляпка, и нижняя часть, на которую эта шляпка потом захлопывается. Купил себе различные китайские установщики для кнопок, фурнитуры. Вот такой у меня есть. Я думаю, они всем известны. Уже все видели. Вот такая площадка, вот такая вот. Но ни одно из этих приспособлений не подошло для установки кнопки с отверстием. Начал думать, что же делать, как же быть в этой ситуации. Вот, к примеру, установщик для кнопки альфа 15-мм, и его недостаточно, чтобы поставить вот эту нижнюю часть, она вот сюда не пролазит, но как бы принцип установки такой же. Поэтому я пошел в строительный магазин и купил себе 2 гайки и винтик. Значит, гайка, неважно здесь какая, я просто взял, чтобы мне было удобно ее держать. Вот. И выбирал таким образом, чтобы вот эта шляпка, она сюда входила. То есть гайка 8-миллиметровая, и шляпка сюда входила. Вот. Пробовал, значит, устанавливать, и у меня ничего не получалось. Хитрость в чем? Чтобы установить вот эту нижнюю часть, я, значит, просто гайку накрутил, гайка, кромка упиралась в вот этот вот металлический ободок и как бы просто насаживала вот сюда эту часть, вот так вот. И потом они просто разымались вот так вот. Значит, здесь нужно накручивать гайку так и зажимать ее в таком месте, чтобы
если видите, сама вот эта шляпка, она упиралась в болт. Вот, и не доходила где-то, чтобы сама гайка не упиралась, вот этот металлический ободок, не доходила где-то к нему, ну, миллиметр, может, полтора. Вот. Это нужно для того, что потом при одевании, как бы сам винт, он продавливает эту часть, она зажимается и зажимает, ну, как бы она деформируется и зажимает вот эти вот, здесь такие канавки. И тогда эти две части держатся вместе. Так, с этим понятно. Значит, это так нижнюю часть кнопки я пришел к такому решению, и в принципе ничего другого я больше не придумал. Значит, что использую для подложки, для установки? Вот эту вот шайбу. Ставим сюда вот так вот нижнюю часть, одеваем, к примеру, заготовку, ставим верхнюю часть и пробиваем. То есть вот таким вот образом все происходит. Заменить чем-то вот эту часть в данном случае я не нашел чем. То есть здесь нужны вот эти вот прорези для того, чтобы у нас нормально ложилась сюда вот эта часть, и она держалась, ну, как бы стояла вот здесь. Поэтому замены для этого я не нашел. Вот, значит, что касается второй части. Со второй частью кнопки, вот этой вот шляпкой, получилось больше всего проблем из-за того, что она вот такой вот формы, и непонятно, какой здесь установщик должен быть. Значит, исходило из того, что она похожа на люверс, и принцип установки похожий. Сначала сделал как бы такую вот штуку. Чуть-чуть обточил, ставил. Должно было все получиться, но при установке выходит такой вот результат. Хоть это как бы там и тонкая кожа, но все равно он как бы край этот не закручивает. И просто так вот расплескал, разорвал там. Кнопка стоит, она работает, но вот такой вот вид. Это как бы неприемлемо. На изделиях, если вы в изделие вложили много сил, времени, и потом вот хотите его задекорировать такой вот кнопкой, то, естественно, это не вариант. Так, в общем, померил я отверстие, здесь где-то 7 миллиметров диаметр отверстия в этой части. Заказал себе установщик для люверсов 8 миллиметровых. Единственное, здесь конус был подлиннее. Я его сточил. Сточил этот конус. Сточил для того, чтобы, значит, вот эта нижняя часть, она тоже ставится вот так вот. Тоже сюда ложится. И получается, когда у нас, если вот здесь длинный конус на установщике, то он, когда заходит сюда в отверстие, упирается в нижнюю часть установщика, ну и как бы не может ничего сделать. То есть дальше, естественно, сейчас покажу. Вот так вот он упирается в него и ну, не проходит. Поэтому я срезал этот кончик, вот, чтобы оставалось расстояние, и сам установщик мог пройти, расширить это отверстие, ну как бы завернуть. Вот. Еще один вариант подложки вместо вот этой шайбы пробовал, брал вот такую гайку. Она по диаметру, честно сейчас не скажу,
Но она вот сюда вот подходит. Тоже пошел в строительный магазин, померил эту часть, вот она села. В крайнем случае можно использовать вот такую вот гайку, если нету шайбочки. Но шайба в любом случае нужна, потому что она участвует в установке как верхней, так и нижней части. Вот. В общем, в принципе, из установки получился вот такой вот набор. Ничего не нашел, чтобы, допустим, как вот показывают, там сделать из как вот эти вот просто гаек и болтов. Все равно для такой кнопки нужен более-менее как бы такой инструмент проточенный, со специальными выемками. Если вот здесь посмотреть, то здесь есть такой как бортик, который будет заворачивать нам вот это колечко. Вот. Ну и сейчас я установлю кнопку, просто покажу, как это работает на коже. Так, для установки взял такой вот кусочек кожи, толщина где-то 2 мм. Значит, уже пробил отверстие. Для установки нам нужны будут два пробойника. Для верхней части 8-миллиметровый. У меня такие обычные покупал. Для нижней части 7 миллиметров. То есть вот сделали отверстие, пробили под установку. Ну и теперь устанавливаем. То есть начнем с нижней части. Так, где у нас? Вот она, меньше. Теперь все ставим сюда кнопку. Вот она еще здесь немножко так защелкивается, ставится. Берем эту площадочку, наш установщик, молоток и устанавливаем. Вот так вот оно выглядит. То есть не прокручивается, вроде бы стало. Но потом проверим. И для верхней части, вот здесь, что-то, наверное, все-таки я перепутал отверстие. Ну, в общем, там миллиметр разницы, ничего, тут будет жестче сидеть. Значит, вот так вот собрали кнопку, установили ее в отверстие, сверху одели эту шляпку, тоже ставим на ту же установочную станцию такую. Берем наш установщик для люверсов и оп. И устанавливаем. Смотрим, надо сильнее немножко добить. Вот так вот установилась у нас эта шляпка. Так оно выглядит. И в принципе даже сейчас не проворачивается, хотя обычно даже после установки прессом эта кнопка проворачивается. Ну и как результат мы ее застигаем. Все, кнопка стала. Кнопка расстегивается. Вот так вот. Все работает. То есть для домашних условий пришел к вот такому вот решению. Вот такой вот инструмент. То есть пока работает. Возможно, в дальнейшем покажу кошелек с этой кнопкой. Нужно сделать изделие, чтобы протестировать, насколько хорошо устанавливается таким образом кнопка, сколько она сможет проходить
Вот сделаю кошелек и покажу потом на него обзор. Хотел сказать, что нашел второй инструмент, которым можно установить клямерную кнопку в домашних условиях. Если у меня получится его сделать, то запишу в дальнейшем видеообзор. Если такие видео для вас полезны, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.